darkness in the distance from the way that I've been living. Что, Масик, распаковываем? Куда поехал? Значит, у нас сегодня платеж за квартиру. Как я плачу за квартиру? Давай, пошли. Пошли домой, давай. Я успею. Что ж, всем привет! Сегодня у нас воскресенье, и закончится этот влог субботой. Все-таки я была не права, и записывать ролик с понедельника по воскресенье, выкладывать в воскресенье не очень удобно. Поэтому давайте договоримся, что с воскресенья по субботу у нас выходит, обзор недели, да, он выходит у нас в воскресенье. Я сейчас пойду снимать район Жишков. Тот район, мне кажется, который наиболее часто выбирают при переезде, собственно, в котором тоже я и проживаю. This lust is a burden that we both share. To a sinner's headed home from a long prayer. Souls tied and entwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can resist it. You and I took the poison from the same kind. All of it and I hate it at the same time. Hiding all of my sins from the daylight, running from the daylight, running from the daylight. All of it and I hate it at the same time. Я шла к нему на концерт для того, чтобы он спел песню, не только Daylight, конечно, но еще и песню Hero, чтобы он спел. А он не спел эту песню. I was a hero, but you gave the glory. Моя самая любимая песня, но он ее не спел. Короче, как-то быстро. Часик, и все убежали. И он так убежал со сцены после Daylight. Господи, не дай бог, он там на минутку задержится. Конечно, может, он какое-то интервью там, либо там что-то подписывал ребятам. Фиг знает. Взяла в аренду машину. Искренне надеюсь и молюсь, что все будет окей, потому что она вообще непривычная для меня, она очень длинная. Я на ней, если честно, побоюсь ехать. Ну, ладно, надо учиться и в длинную машину тоже. So feel it, and this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Ну, ты же не думал, что у меня каждый день какой-то супер прям насыщенный? Конечно, нет. Сегодня понедельник, и сегодня я весь день работала. И пойду записывать ролики в ТикТок, чтобы они мне выходили каждый день. Вот, там вроде не должен быть сильный какой-то монтаж, но он все равно должен быть. Ну, надеюсь, сегодня хотя бы на недельку я сделаю. И хочу возвращать спорт, поэтому вечерком пойдем делать с вами зарядочку. Хочу обратно возвращаться, потому что что-то я в последнее время не делала из-за всех этих походов к врачу. Я там боюсь как-то лишний раз повредить плечо, например, знаете, либо там тазобедренные суставы, потому что это такая вещь, которая
ну, нам нужна по жизни. И мне очень бы не хотелось это повредить. Я просто жду, у меня в марте начинается, господи, какая она, реабилитация по дисфункции. Мне надо позвонить в этот другое место. Мне, короче, получилось так, что я ходила к ортопеду, но я ходила Я ходила к ортопеду, он дал мне направление на реабилитацию. Я была у ревматолога, он тоже дал направление на реабилитацию. Поэтому у меня в марте реабилитация от ортопеда, а я хочу попробовать проскочить еще на реабилитацию в марте от ревматолога. Давай, Мося, прыгай сюда. Ты будешь или нет? Давай. Мося, ты будешь или нет? Мося. Сегодня среда, и, господи, я работаю со своей начальницей, сори, сейчас будет просто займовый факт, интересный факт. Я работаю со своей начальницей, и прикол в том, что сегодня мне нужно было поехать в офис. Вот, обычно я работаю из дома, как бы офис мне есть не нужно, но мы договорились, что я в 9:45 побуду в офисе. Вот, сейчас 9:30. Встала я в 9:15. И прикол в чем? Прикол в том, что, почему так работает? Каждый раз, когда нужно в офис, ты просыпаешь. Твой организм просто не хочет этого делать. Причем я никогда в жизни не было такого. У меня все время звонил будильник, чтобы вы понимали. Он мне все время звонил. Но сегодня он каким-то магическим образом выключился. Обычно я его переключаю. А тут он вообще выключился. Я такая, что я проснулась на моменте, когда маньяк хотел взрывать бомбу. И я такая, почему я так долго сплю? И я проснулась в 9:15, 9:07, в 9:07 я проснулась. Пока я там 5 минут в себя пришла, уже было 9:15. Вот, поэтому вот такой прикол. Еду, в офис, на проверку, так как я отвечаю за проверки. Вот, поэтому бегу. Я вроде успею. Мне тут 3 остановки. Какая-то у нас прям беготня. Отвезла я нас до поликлиники. Передала ее в руки другой знакомый. Вот. И все находится где-то вообще на конце Праги. В итоге приехала обратно к себе в центр. Зашла, взяла Мосси покушать. Сегодня, кстати, будем, как я обещала, за все платить. Поэтому вечером будем платить. Вот. А сейчас иду забирать в торговый центр лампу свою. Вот у нас торговый центр. Вот, купила лампу себе для света, знаете, такой типа сансет. Потому что обычно, эту лампу очень сложно заказать, либо из-за ее популярности, либо из-за того, что в Чехии считают, что она не нужна. Вот, и сегодня последний день, когда я могу забрать. Я ждала, пока будут деньги, поэтому, собственно, иду забирать. Собственно, вот в таком странном виде мне пришла посылка. Что, Мосик, распаковываем?
Короче, мне кажется, она какая-то маленькая. Это открыточка, которую я выбрала. Под Зимьяро. Ноц. Что? Не знаю, что это такое. А, это какие-то серии, короче. Пениски, смотрите. Или это чек такой. Слева на дальше накуп. Но. Супер. Не буду, правда, там ничего покупать. Ну. Вот так она светит. Давайте так же покажу. Ну что? Игрушка. Чем пахнет? Афой пахнет? Короче, мне отдала начальница, получается, свой пылесос. Ну, он просто ей не нужен, она им не пользовалась. Я считаю, это шикарно. Давайте, наверное, разбираться. Какая-то тут штучка есть. А это, видимо, очищать его. Ага. Окей. Сори. Вот такая штучка тут есть. Видимо, очищать. Так, носик убери. Мне интересно, он сейчас куда поехал? Зачем ты туда поехал? Интересно, он заедет под кровать или нет? А что ты дальше не ешь, слышь? Маслом. А Мося там пытается пылесос с чем-то разобраться. Ну куда ты лезешь? Ты куда лезешь, а? Ну куда ты на ковер? Ну не глупый. Что ему этот ковер дался? Ползи, ползи, давай. Надоел тут шуметь. Значит, у нас сегодня платеж за квартиру. Как я плачу за квартиру? За квартиру я плачу достаточно просто. Путем захода в свое приложение. И отправляю деньги прямо на счет хозяйки. За квартиру нужно платить до конца месяца. Поэтому я стараюсь обычно платить числа 25-го, чтобы не забывать. Так, 21 тысяча. Все, отправляем. Хорошо. За квартиру мы заплатили. Дальше. Обязательный платеж у нас за телефон. Тоже до конца месяца, до 28 числа. Аналогично я иду, давайте вот так покажу. Значит, я иду в приложение Vodafone. По крайней мере, у меня Vodafone. Вот. И вот здесь сейчас будет. И вот здесь в приложении... Загрузите, пожалуйста. Вот та часть, которая должна стать 1400. В 1400 у меня входит интернет домашний. И у меня входит, собственно, телефон. Вот. И вот здесь есть кнопочка Pay. Сори, что оно кривоватенько. Кантуни in Pay. И здесь сейчас будет билл, где нужно будет ввести CVV, потому что я уже вводила номер карты. И, собственно, заплатить. Когда ты ставишь «заплатить», тебя переводят в банк, вот, и ты в банке наверху должен подтвердить, что с такого-то счета уходит такая-то сумма денег. Вот. Когда все подтвердилось, ты переходишь обратно сюда, и здесь все заплачено. У меня еще оставался платеж по Кларне. Кларна – это такая система, где ты можешь, допустим, ты купил одежду, и хочешь ее разбить на 3 платежа. Соответственно, Кларна тебя может это сделать. И я недавно покупала здесь одежду. Собственно, давайте я переверну. Собственно, вот так это выглядит. Вот там, видите, дурачок этот. Пытается с жизнью справиться. Давайте вот так. Собственно, вот я покупаю. Я покупала в H&M на 876 урона. Вот, и здесь были оплаты, то есть 2 числа я платила, 28 я решила раньше заплатить, хотя можно было в 2 унора заплатить, то есть 2 февраля. И вот 3 бюджетно, но я могу
заплатить сейчас, потому что я не хочу ждать. Собственно, можно из платбы с БВА заплатить, вот, покрачивать. Моя карта. Все, заплачено. То есть он тут все заучтует. Вот, добрый день, это телефон. Приялись на платбу. Все пришло, да? Вот, и Кларна, твой последняя платба за накуп. Все, сразу все приняли. Соответственно, здесь у нас при вас показало все, 0. Я ничего больше не должна. Все заплачено, заплачено, заплачено. Кстати, я покупала так и до этого, чтобы, да, это не была какая-то там реклама. Вот, то есть я в целом активно этой штукой пользуюсь, потому что ты можешь разделять платеж. Скажу, что это как-то прям обязательно нужно. Так делать можно сразу платить. Просто, например, у меня был период, когда я хотела заказать себе одежду для того, чтобы красиво выглядеть в роликах и такое. И не было туда денег, и я такая, окей, сейчас я могу потратить на это 300 крон, я не хочу выделять на это больше. Я заказала одежду на 900 крон, просто были скидки большие. Я заказала одежду на 900 крон, заплатила 300, потом еще 300, и вот сейчас еще 300. Собственно, таким образом оно как-то у меня вот облегчило. Я все кредиты закрыла, у меня был в России кредит, я его закрыла. Я должна была денег в России, я закрыла. Я здесь должна была по Кларне, я закрыла. И у меня теперь из обязательных платежей это оплата за квартиру, оплата за телефон, оплата за электричество и оплата за кредит телефона. Это единственное, что у меня осталось в Чехии, но я его взяла специально, чтобы у меня была кредитная история. Вот. Ну и все. Добрый четверг. Я уже вышла на улицу сегодня. Блин, сегодня на самом деле странный день, потому что я проснулась в 6:15, несмотря на то, что легла в час ночи. Проснулась в 6:15, потому что мне приснилось, что у моей бабушки не стало, и мне стало так грустно. Стало грустно от того, что я не говорю ей, что я ее люблю, что я, не могу сейчас обнять, что я давно не была в России. Короче, стало очень грустно, я проснулась со слезами на глазах, и, в общем, не смогла уснуть. И через 1,5 часа позвонила бабушке и сказала, что я люблю. Вот. Даже никогда этого не делала. А сейчас еду к своему челюстному хирургу просить у него шину для зубов. Надеюсь, он мне ее даст. Файн. Мы с вами не виделись пару секунд, но у нас прошло время много. У меня в 9:30 была запись, а сейчас время практически 4 часа. И я иду на уходовую процедуру для волос. Там не знаю, что будет, честно. Называется кура на власы. Вот, 6 в одном. Посмотрим, что это за кура на власы. Как сказала моя знакомая, ніякі печеринки на власы. Но как скусим, то посмотрим, как там пойдет. Ну и все. Идемте на волосы. На самом деле я удивлена тем, что здесь такой прикольный район. Потому что, смотрите, я прям, простите, пожалуйста, in Moscow City, да? И эта машина, вы видели эту машину, которая висит? Офис Microsoft. Интересно. А сейчас случилось то, чего я вообще не ожидала. Я, значит, иду за машиной, брать ее в каршеринг, как обычно. И тут мне навстречу попадается магазин с нашими товарами, где есть даже игры на русском, где есть книги на русском. Он супер огромный, здесь есть абсолютно все, что хочется душе. Про это я буду снимать отдельно ролик, я так думаю, потому что сюда просто все не поместится.
Короче, я очень рекомендую. Я оставлю адрес в описании, потому что я полагаю, что у них, скорее всего, есть несколько точек, но это нужно вот будет отдельно посмотреть. И мы, собственно, с вами, я вас пока сюда вот так поставлю и буду рассказывать. Мы с вами сейчас собираемся на улицу по одной простой причине, потому что мне нужно с Моси сходить в ветклинику. Я знаю, что Мося не любит все это дело, но выхода у Моси, к сожалению, нет. Поэтому мы с вами сейчас собираемся. А почему идем? Идем, потому что мне кажется, что у Моси стали эти уси как будто бы выпадать. Не знаю почему, мне кажется, что у нее прям выпадают уси. В общем, Моська у меня молодец. Она все стерпела, пришла домой, дала ей вкусняшки, чтобы она не расстраивалась. Вот. Ну и сейчас, собственно, я иду на снятие маникюра, потому что он мне разонравился. И я, собственно, не хочу с ним больше ходить. Вот, съела, короче, какую-то гречку с курицей и со шпинатом. Думаю, не пожалею ли я об этом через энное количество минут. Помимо того, что завтра нас ожидает закрытое мероприятие по открытию, винтажного магазина. Я планирую пойти по разным винтажным, с вами здесь коротко поделюсь. А после этого еще, я думаю, не знаю, я сомневаюсь. Мне, по идее, нужно завтра пойти сходить на арт-мероприятие перед, перед винтажным магазином, слова себе в голове забыла. Перед винтажным магазином должно быть арт-мероприятие. И арт-мероприятие заключается в том, что ты рисуешь кофе на бумаге. Прикольная затея, на самом деле. Я не уверена, насколько у меня хватит сил, потому что, представьте, с 10 до 12 нужно будет пойти там все отснять и порисовать. Потом нужно будет пойти на винтажный, там все отснять, понаслаждаться. Потом пойти еще отснять все винтажники, в которые я пойду. Это тоже нужно отснять. Я не уверена, что, во-первых, у меня мой речевой аппарат вывезет все это дело. А во-вторых, я не уверена, что у меня зарядки хватит. Я, конечно, в целом могу подзарядиться где-нибудь. Вот, не знаю, если честно. Посмотрим, как будет завтрашний день распланирован, раскидан. Вот, сегодня пятница, время 3:30. Я еще не садилась за монтаж ролика, который должен выйти, потому что я работала, потом пока ветеринарка, пока то, пока сё. Поэтому я еще не садилась за монтаж ролика по Жишкову, собственно, по которому мы сейчас идем. Вот. И после ногтей позвоню подруге быстренько, пока домой иду, пока там подбираю материалы, поболтаю с ней. И все, и уйду в редактирование ролика полностью, потому что нужно, чтобы он сегодня вышел, а я все-таки придерживаюсь той политики, что я в целом могу, да, там этот ролик выпустить в другой день, но я придерживаюсь той политики, что если ты поставил себе цель, это как на работе, знаете, у вас есть обязанность сходить на работу там с понедельника по пятницу, например. И также здесь вы поставили себе цель, у вас есть определенные дедлайны, которые вам нужно подготовить. То есть позже пятницы этот ролик выйти не должен. То есть он может выйти в 23:59, но в пятницу. Чтобы дедлайнов все-таки соблюдались в голове. Это очень важно. А, еще мне приехала доставка с новым кремом для лица. Должна приехать еще Мосина еда и роллеры для головы. Господи, ребят, столько всего происходит. Я надеюсь, вы улавливаете все еще суть.
Сегодня у нас суббота. Я с утра сидела, делала какие-то посты, замучилась. И сейчас приехала в винтажный магазин. Посмотрим, собственно, что здесь будет. Потом пойдем уже дальше изучать другие винтажные. Успею. Я надеюсь, что я успеваю. Случайно увидела